То, что в разных странах сильно отличается уровень жизни, не секрет для нас. Но гораздо удивительнее тот факт, что цены на одни и те же товары и услуги могут скакать в несколько десятков раз. Я расскажу и сравню для вас стоимость самых популярных продуктов в разных странах, но при одном условии. Обещайте не завидовать своим соседям. А в конце, специально для фанатов пива и техники Apple, сделаю сравнение и по этим позициям. Там, в общем-то, есть чему удивиться. Цены на продукты и товары – величина непостоянная, которая постоянно меняется в зависимости от разных факторов. США, например, испытывали различные темпы роста цен на продукты, приготовленные дома и вне дома в течение последних десятилетий. В 2020 году цены на продукты, приготовленные дома, увеличились на 3,5%, а внешнее питание – на 3,4%. Особенно значительный рост цен был замечен на мясные категории, такие как говядина и свинина. В 2022 году общее повышение цен на продукты питания в США составило 9,9%, что является значительным ростом по сравнению с предыдущими годами. В то же время в других частях мира цены на покушать в ресторане тоже нехило колеблются. Например, в Бангладеше средняя стоимость обеда для двоих составляет всего 700 рублей, в то время как в Исландии она достигает практически 8000 рублей. Для России эта стоимость будет укладываться в 1500 рублей. Также стоит отметить, что в городах цены на продукты питания также могут значительно отличаться. Если брать столицы, популярные туристические места и просто местечковые забегаловки в небольших городах, разница там может быть колоссальной, поэтому, чтобы получить более наглядное сравнение цен, предлагаю переключиться на продукты первой необходимости. Гречка на полках российских магазинов – товар первой необходимости. Но стоит ей пересечь границы, как вдруг, бац, она превращается в экзотический деликатес. В Америке и Японии за полкило этой крупы просят целую кучу денег – от 700 до 900 рублей. А если решите отыскать ее в Японии, готовьтесь раскошелиться сразу на 1500 рублей за килограмм. Представляете, какой разрыв, если учесть тот факт, что в России она стоит около 100 рублей? Ну а теперь перейдем к картошке, еще одному продукту, который наглядно продемонстрирует разницу в ценах. В России и многих других странах СНГ и Европы она стоит сущие копейки. Но только не в Южной Корее и Японии. Там за килограмм этого корнеплода просят от 250 до 300 рублей. Для сравнения, в России кило картошки стоит около 30 рублей. Это, конечно, в зависимости от производителя, от того, чищенная, то есть мытая она или не мытая и так далее. Но тем не менее, стандарт примерно такой. Представляете, сколько там стоит ведро домашнего картофеля фри? И вот еще одна интересная деталь – акцизы на сигареты. В России за 10 лет они поднялись на, внимание, 570%. И сегодня пачка Marlboro тут стоит 200 рублей. Но если вам кажется это дорого, представьте удивление российского курильщика, когда он узнает, что в Австралии такая же пачка стоит целых 1600 рублей. Ну как вам? Это почти как купить себе килограмм японской гречки. В Америке цена сигарет сильно разнится от штата к штату, но в целом пачка стоит в районе 700 или 1500 рублей. Ну и куда без хлеба? Представьте, вы в России, где буханка хлеба весом в 500 грамм стоит всего лишь 30 или 40 рублей. Это одна из самых низких цен на хлеб в мире, ведь дешевле его можно найти только в 17 странах. Но что же происходит, когда мы пересекаем границы и отправляемся в путешествие по Европе? В Западной, Центральной и Восточной Европе цена на булку остается в пределах разумного, не превышая 150 рублей. А вот теперь пристегнитесь, потому что мы отправляемся в Норвегию, где нас ждет самый дорогой хлеб в мире – целых 250 рублей за полкило. Похоже, норвежцы действительно знают толк в хлебопечении. Но и Исландия не отстает, предлагая хлеб по цене 190 рублей за полкило. Схожая ситуация и в Швейцарии, Швеции и Австрии, где за булку просят 175, 160 и 135 рублей соответственно.
А что же нас ждет в новом свете? В Америке полкило хлеба обойдется в 200 рублей, в Канаде и Австралии около 150 рублей. Неплохо, да? Но давайте поговорим про молоко и яйца. Кстати, заметочка, даже в России на самом деле можно найти пару умников, которые будут продавать булку хлеба за 1000 рублей. Но об этом может быть в другом видео. Если мы отправимся в путешествие по Европе, то обнаружим, что там цена на молоко не выходит за рамки 150 рублей. В России ситуация еще лучше. Литр можно приобрести за 60 или 70 рублей, что кажется вполне нормальной ценой. А теперь заглянем в США. Оказывается, что стандартная упаковка молока там стоит примерно столько же, сколько и в России. Но вот Канада удивляет. Здесь за литр молока придется отдать 114 рублей. Но давайте продвинемся дальше, в Азию. И тут нас поджидает настоящий сюрприз. В Гонконге литр молока стоит 190 рублей, делая его самым дорогим в мире. А вот корейцы, китайцы и японцы тоже не остались в стороне. Они платят за молоко 140, 125 и 110 рублей соответственно. Продукт, который одинаково популярен во всем мире. Представьте, в Швейцарии, этой уютной стране в самом сердце Европы, цена на дюжину яиц достигает 450 рублей. Да, ни много ни мало, 5000 почти. Можно подумать, что люди там покупают яйца Фаберже, а не простые куриные. Но и северные страны не отстают в этом яичном ралли. В Исландии за 12 яиц просят 400 рублей, а в Норвегии 350. А вот в Дании, Австрии, Греции, Израиле и даже в далекой Австралии цена на дюжину яиц едва переваливается за 200 рублей. В США и Канаде ситуация еще более спокойная. Там за яйца просят 155 и 170 рублей соответственно. Китайцы платят за дюжину яиц всего 110 рублей. Что же в России? Если не брать высшую категорию, то в среднем можно купить около 100 рублей. Хотя в самом конце 2023 года был некоторый дефицит, и цены взлетели сразу на 30%. Но буквально через пару недель плавно поползли вниз. Кстати, когда-то я покупал яйца за 56 рублей, сейчас же они стоят 110. В общем, почти как в Японии. Только Казахстан, Индия, Пакистан и Тунис могут похвастаться еще более низкими ценами. Но давайте поговорим и про мясо. Начну с России, где килограмм вырезки из задней говяжьей ноги, универсального мяса для варки, жарки и тушения, стоит около 650 рублей. Но если вы посмотрите на Южную Америку, вы увидите, что в Бразилии, Мексике и Аргентине мясо стоит еще дешевле – 440, 420 и даже 340 рублей соответственно. Но что происходит, когда мы отправляемся в Европу? Здесь цены на мясо поднимаются от 650 рублей в Венгрии до астрономических 1300 рублей в Италии. И, кстати, снова наша знакомая Швейцария бьет все рекорды – 3700 рублей. Норвегия следует за Швейцарией с ценой в 2000 рублей за килограмм. В США цена на мясо составляет 900 рублей за килограмм, в Австралии чуть ниже – 800 рублей, а в Китае – 700 рублей. Но в Южной Корее и Японии ценители стейков должны быть готовы раскошелиться. Там килограмм говядины стоит от 1500 рублей. Если говорить про овощи, то самыми показательными и востребованными по всему миру будут томаты. Опять начну с России, где килограмм помидоров стоит около 150 рублей в сезон, если брать центральную часть страны. Но если мы отправимся в путешествие по Европе, обнаружим, что во многих странах эта цена еще ниже. Например, в Испании килограмм томатов обойдется в 140 рублей, в Португалии и Греции – 100 рублей, в Сербии – 65 рублей, а в Албании – всего 50 рублей. Китай также радует низкими ценами на помидоры. Там они стоят 85 рублей за килограмм. Однако в крупнейших европейских странах ситуация иная. В Германии за килограмм помидоров просят 250 рублей, во Франции – 200. А теперь давайте посмотрим, сколько стоят помидоры за океаном. В США килограмм томатов стоит 300 рублей, а некоторые органические позиции могут доходить и до 1000 рублей за килограмм. В общем, не так-то дешево. И, наконец, наш взгляд падает на один из самых простых, но таких и любимых многими фруктов – на яблоки. Давайте посмотрим, как меняются цены на этот скромный, но такой важный фрукт в разных уголках мира.
В России цена на яблоки составляет 85 рублей за килограмм, что кажется вполне доступной ценой. Но отправимся мы на восток, в Японию и Южную Корею, и узнаем, что там за килограмм наливных яблок просят около 500 рублей. Почему так дорого? Возможно, из-за особого внимания к качеству и сортам фруктов в этих странах. Ну а как же обстоят дела в США? Здесь килограмм яблок стоит 300 рублей, что уже значительно выше, чем в России. В Канаде и Австралии цены также выше – 250 рублей за килограмм. Путешествуя по Южной Америке, мы видим, что там яблоки стоят дешевле 100 рублей за килограмм. А в Великобритании, Германии и Франции за этот фрукт просят 150, 165 и 175 рублей соответственно. А вот теперь давайте рассмотрим и технологические яблочки. Цены на продукцию Apple значительно различаются, что делает покупку этих устройств в одних странах выгоднее, чем в других. Например, в России цена на iPhone 15 Pro Max 128 гигабайт варьируется от 130 до 150 тысяч рублей в зависимости от ритейлера. Ведь телефон теперь не поставляется в страну официально, а проходит через параллельный импорт. В то же время в Соединенных Штатах Америки, где Apple базируется, этот же iPhone стоит значительно дешевле – $1199, что примерно равно 110 тысячам рублей. Однако следует учитывать налоги, которые могут добавить к цене от 1 до 8% в зависимости от штата. В других странах цены также разнятся. Например, в Гонконге iPhone 15 Pro Max 128 гигабайт стоит 10 тысяч гонконгских долларов или приблизительно 115 тысяч рублей, а в Индии он обойдется практически в 180 тысяч рублей. В Европе цены также высоки, как, например, в Италии, где iPhone 15 Pro Max 128 ГБ стоит 1750 евро, что составляет около 170 тысяч рублей с учетом НДС. Цены на iPad также значительно варьируются. В Гонконге iPad Pro стоит от 70 до 130 тысяч рублей, в зависимости от модели и конфигурации, тогда как в Дании цены на этот же продукт только начинаются от 100 тысяч рублей. Сравнивая цены на продукцию Apple в разных странах, покупатели могут сэкономить значительные суммы, выбирая более выгодные регионы для покупки. США, Гонконг и некоторые европейские страны, такие как Германия, предлагают более низкие цены на продукты Apple, в то время как в других странах, таких как Турция, цены могут быть значительно выше из-за налогов и других местных факторов. Еда есть, сигареты есть, гаджеты тоже. А теперь предлагаю разобраться с мебелью. Я решил взять IKEA за основу, так как с продукцией этой марки знакомы практически все. Цены значительно различаются в разных странах, и это отражает множество факторов, включая местные расходы на энергию, транспортировку, инфляцию и обменный курс, а также спрос на рынке. Например, сравнение цен на мебель IKEA в Польше и Чехии показывает, что в Польше она обычно дороже. Комод Malm 160 на 78 стоит в Польше 400 злотых, примерно 900 рублей, в то время как в Чехии его цена составляет 700 евро, около 6700 рублей. Цены на товары IKEA также зависят от того, как ритейлер адаптируется к местным рыночным условиям. Например, в Беларуси, где IKEA не имеет официального представительства, продукция продается посредниками и стоит на 50 или 60% дороже, чем в других странах, из-за затрат на импорт и реэкспорт. Похожая ситуация сейчас складывается и в России. В целом, цены на продукцию IKEA варьируются в зависимости от региона. В некоторых странах, таких как США или страны Европейского Союза, цены могут быть ниже из-за местного производства и более низких затрат на логистику, в то время как в других странах, особенно в тех, где продукция импортируется, цены могут быть выше из-за дополнительных расходов на транспортировку и налоги. И теперь, как обещал, самое интересное. Вот мы достигли финального аккорда нашего гастрономического и технологического маршрута – пива. Этого всеми любимого напитка, который является одним из самых популярных в мире. Начну с России, где стандартная бутылка или банка пива объемом пол-литра стоит 59 рублей. Это довольно низкая цена по мировым меркам. Дешевле только в Казахстане.
Но если мы отправимся за океан, в США, то увидим, что там за пол-литра пива просят уже 150 рублей. А как насчет Китая? Здесь цена немного выше и составляет 170 рублей за такую же порцию. В Германии, Польше и Чехии цены примерно такие же, но самое дорогое пиво находится в странах Ближнего Востока, в Катаре, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Там за пол-литра пива придется заплатить 640, 340 и 275 рублей соответственно. Короче говоря, эти цены могут шокировать любителей пива, привыкших к более доступным ценам. Трудно судить об экономическом состоянии страны по стоимости пива или комода из Икеи. Цена формируется на основе множества факторов и зачастую сильно колеблется даже в пределах одного государства. Поэтому, если вы хотите легко сэкономить, вполне можно покупать определенную технику за границей. Но и самое важное, не цена на продукты определяет уровень жизни, а уровень зарплат и налогов в стране. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если было полезно и интересно, и до встречи в следующих видеороликах. Пока!